Итак, Event Harvester, или как он называется на русском, я не знаю, жнец, сборщик, собиратель. Короче, суть этого ивента в том, чтобы получить чертежи для самых редких пушек в игре. Это Equalizer и Юпитер. Так как у меня нет своей команды, и вообще, если играть в команде, в дуо или в трио, то, скорее всего, будет очень много конкуренции, и тебя попросту могут убить. Я решил, что нужно это все делать в соло. Поэтому я один решил сходить на этот ивент и попробовать забрать себе чертежи. На экране видно мою разгрузку, с которой я пошел. В принципе, туда брать ничего особо не нужно. Сейчас у меня просто синий аугмент. Это второй уровень лутинг. Только для того, чтобы у меня было как раз два безопасных кармана, сейф-покета, под каждый чертеж, на всякий случай. Далее пушка просто опциональная, чтобы мало ли что, отбиваться от кого-нибудь. Ключ для быстрого выхода из карты через люк рейдера. Это обязательно, мне кажется, потому что до лифта бежать очень далеко от места харвестера. Что касается расходников, то у меня немножечко аптечек, пара зарядов для щита, зиплайн и фотоэлектрическая накидка. Она нужна для того, чтобы арки, роботы нас не видели, когда мы подбираемся к королеве, к харвестеру. В принципе, очень полезная штука для этого ивента. Как раз позже покажу и расскажу, как ее использовать, зачем вообще она нужна на примере. Вот. Щит. Я, конечно, взял с собой маленький щит, но в самом ивенте нужно его будет снять, и это тоже покажу. Вот. Далее будет запись моего прохождения вместе с комментариями. Ну что же, загружаемся на карту. Сразу видим точку возрождения. Точка возрождения неудачная, потому что нужно бежать через полкарты до ивента Харвестера. Но делать нечего. Времени полно. В начале матча возродились, так что вперед. Поначалу здесь особо ничего не происходит. Я буду прыгать до моментов, которые наиболее интересны. Тут я подбегаю к рейдер-кампу, к лагерю рейдеров. Я помню, что здесь всегда был лут, но, к сожалению, здесь сейчас его не оказывается, поэтому я остаюсь ни с чем, бегу дальше. Вижу дальше, что летают роботы вокруг, и думаю, как бы мне спуститься вниз. В принципе, там где-то должны быть лестницы, чуть подальше, вот где спотер летает. Но из-за того, что там довольно много активности, точнее, это не спотер, это снич. Да, я решаю туда не идти, а спуститься как-нибудь здесь по стене. Потому что это будет быстро и достаточно просто. Никто меня не заметит. Бежим дальше. На горизонте чисто. Не видно ни рейдеров, ни роботов. Поэтому просто бежим. Тут уже виднеется королева и харвестер заодно. Тут я вижу, что королева что-то заметила. Думаю, что это я. Быстренько скрываюсь за камешком. Но, как выясняется, заагрилась она не на меня. То есть кто-то еще подбежал к харвестеру и решил начать ивент. Решаю подобраться поближе, чтобы удостовериться в том, что это не на меня агрится. Достаю накидку, просто чтобы меня не заметили, если что. Потихонечку подбегаем. Да, королева кого-то заметила, пытается достать чувака из харвестера, но я не знаю пока еще,
один там чувак или несколько человек. Может быть, они вместе зашли внутрь. Да, ну вижу, что вылетает ракета. И один флэр вылетел. Значит, там был один человек, и он, скорее всего, сгорел. Так, решаю выждать еще, чтобы удостовериться, что там больше никого нет. Да, роботы скинули агр, королева успокоилась, значит, больше там никого нет, и путь чист. Тут пытаюсь не попасться на глаза маленьким роботам, которые могут меня заметить, чтобы от них не отбиваться. Сижу за камнем. Я решаю не идти сразу на Харвестер, а сначала подготовить зиплайн для того, чтобы в конце быстро выйти из карты. Ставлю зиплайн рядом с люком, надеваю накидку, активирую накидку и лечу по зиплайну. Накидка в данном случае очень хорошо помогает, потому что в воздухе летает ракетчик, да и сама королева может очень быстро засагриться и напасть на тебя. Для того, чтобы этого избежать, нужна накидка. Вот так мы ее просто включаем. И, как видим, нас никто не замечает. Так что просто спокойно подходим к Харвестеру. Здесь нас уже никто не видит. Вот. И все, можно открывать. Открыли, видим беднягу, который там был один. Так, и у нас теперь задача найти две канистры. Одна лежит в открытом доступе. Еще две канистры нам нужно найти. Эти канистры находятся в... как раз... Так, здесь я снял щит. Щит нужно снимать для того, чтобы его не повредить. Электромагнитные излучения, которые испускает Харвестер, они не дамажат тебя как игрока, но они очень быстро убивают щит. Поэтому его нужно снять. Периодически также выпускается огонь, который быстро тебя сжигает. Для того, чтобы от него укрыться, нужно выбежать ненадолго из камеры. Я же продолжаю искать канистру. Сразу же нахожу вторую канистру, что, в принципе, хорошо. Сбрасываю ее вниз. Ищу третью. Здесь я решаю отметить на карте выход сразу же, для того, чтобы впоследствии не запутаться. О, встречаем чувака, конечно же. Так как соло, у нас нет резона ни с кем биться. Говорю ему, что я уже нашел две канистры, осталась третья. Nice. Вот, я нашел третью канистру. И можно засовывать их. Первая канистра идет внутрь. Так, тут вот это как раз электромагнитное излучение. Как видим, оно у нас станет, но здоровье не отнимает. Канистра
успеваю засунуть. Стан. Да, конечно, не очень удобно, что нужно постоянно открывать отсеки, засовывать канистры. Так, и каждый раз, когда мы не успеваем засунуть все 3 канистры внутрь, Харвестер спускает огонь, все 3 канистры выплевываются наружу. Поэтому их нужно засовывать заново. Тут там разозлил королеву, опять попался ей на глаза. Еще. Опять не попадаю в тайминг. Так, и тут начинается самое интересное. Чувак умер прямо на том месте, где находится... Sorry. Где находится канистра, и получается так, что не появляется промпт ее подобрать. Мы думаем, как нам с этим справиться. Я не знаю, мне почему-то не догадался сразу. Я думал, что гранатой можно как-то откинуть труп. Чтобы просто не мешал тому, чтобы можно было поднять канистру. Канистра так сама не двигается. Киркой ее тоже никак нельзя подвигать, как я уже сказал. У чувака оказалась граната. Nice, гранатой уже сама канистра отодвинулась, то есть уже есть... Oh shit! Dude, I have no defib. Sorry. Есть выход. Но чувак, к сожалению, сгорел. Дефибриллятор я с собой не взял. Так что ему не повезло в этот раз. К сожалению, он так и останется здесь. Не спешу. Открываю отсек. Засовываю канистру. Открываю отсек. Тут пришел третий чувак, которого я прошу помочь. Сам уже не знает, что к чему. Careful with the third one. Да, я не понимаю, где находится третья канистра, потому что они отлетают довольно легко. Nice. Right. Тут у меня замешательство, я думал, что он третью канистру уже сам засунул, но оказывается не засунул. Я не понимаю, где находится третья канистра. Думаю, что нужно... Сейчас я буду засовывать их все заново. Ну, с этим мне еще поможет. Так, здесь я ему говорю, то, что мне нужна граната для того, чтобы откинуть уже саму канистру от трупа. Но, к сожалению, граната не оказывается ни у меня, ни у него, ни на трупах, которые лежат здесь. Need to push this cell over. I don't know where the third one. Oh. Я нашел третью канистру. Почему-то она у меня вылетела из рук. Надо было, конечно, ему помочь. The third cell out of the body. Сам справился. Тут я... Тяжелый мыслительный процесс продолжается. Что делать с третьей канистрой? Не успеваем. Не успеваем. Опять сброс. Еще
Чувак довольно сильно подгорел здесь. Не успеваю. Не успеваю запрыгнуть. Так. Need a grenade for here. Как меня достали? Sorry. Случайно задеваю чувака. Киркой. Проверяю этого мертвеца. Ну, может быть, много гранат есть. Нет, у него только спрей. Стичер, больше ничего. There's no grenades. Что нужно гранату? И тут думаю, блин, а может быть попробуй стрельнуть? О! Бац! You can shoot her. Okay, wait. Оказывается, ее можно Wait for просто the застрелить, next и она cycle. отодвинется. Говорю чуваку, что подождем следующего цикла, потому что времени у нас еще достаточно для того, чтобы сразу все 3 We have ячейки, plenty of time, I канистры think. засунуть в свои места, перейти к следующему этапу. Yeah. Yeah, that's one. Так, снова огонь. Королева пока на нас не агрится. Ракетчик нас не видит. Все спокойно. Опять пытаюсь запрыгнуть, не получается. Wait. И снова засовываем все ячейки. Все места. Последняя ячейка. Выстрелить в нее. Успеть подобрать. Fine, Все, dude. наконец-то. Следующий Давай. этап. Нужно убить, уничтожить эти вот фигурки, которые на стенах. Я где-то видел, что до них можно добраться с киркой, как-то их быстро убить, для того, чтобы не тратить патроны. Но у меня ничего не получается. Поэтому решаю просто стрелять по ним. 3 выстрела из анвила убивают эти пулишки. В принципе, не очень долго. Патронов не хватает. Осторожно, чтобы королева нас не заметила. Замечаю, что чувак не успел выйти. Сгорел тоже. Он впоследствии будет кричать, что типа don't shoot. Типа вон team up. Я слишком занят тем, чтобы завершить этот ивент. Просто не замечаю то, что его больше нет. Делаю все один. Yeah. Come here. Это все он же меня пытается привлечь внимание, но, к сожалению, я ему ничем не могу помочь. Поэтому просто продолжаю делать. Шок. Открыть отсек. Взять ячейку. Положить ячейку. И стрелки за крылышком. Так, смотрю, сколько еще осталось. И... Скорее всего, я не успею. Да, не успеваю. Yes. Sure. Just help me, man. Я думаю, что это еще один человек пришел, но нет, это все тоже бедняга. На этот раз выполнилась всего одна ячейка.
к сожалению, как раз та, что внутри тела. Поэтому нужно больше времени для того, чтобы ее засунуть обратно. Тем временем остается 10 минут до конца. Мне осталось всего. Я зачем-то перезаряжаюсь полностью, но ладно, чтобы быть уверенным. Все, последняя пупырышка убита. И лут мой. Сразу забираю себе чертежный эквалайзер. Ну и заодно все тоже все забираю себе. К сожалению, больше здесь никого не оказалось для того, чтобы поделиться с ними лутом. И сразу же мне выпадает чертеж на Юпитера. То есть оба чертежа — это очень удачно. И выпадает еще один чертеж на Юпитер. К сожалению, выложить я его не могу, потому что здесь больше никого не будет. Так что я забираю его с собой. И все. На выход. Достаю накидку. Вокруг летают роботы, но они меня не видят из-за накидки, как и королева. Но все, осталось только долететь на зиплайне до выхода. Активировать люк. И спуститься вниз в безопасность. Вау! Вот это было... Ух! Потно, потно. 21 минута. Охренеть. Я еще полкарты добирался до сюда. Жесть. Да, очевидно, что я очень рад. Сразу Зато оба теперь чертежа, без особых потерь, Можно не с переживать. первого раза. Все супер. Вот они, родные эквалайзер, Юпитер. Конечно, нужно прокачивать верстак до 3-го уровня для того, чтобы суметь их скрафтить и убить королеву заодно, для того, чтобы получить необходимые ингредиенты для их крафта. Но королеву можно в соло тоже завалить, тем более, что хулкракер у меня есть. Осталось купить только для него патроны. Вот, в следующий раз этим и займусь. Вот и все. Спасибо за просмотр. Думаю, надеюсь, вам понравилось. Так что до следующего раза.